Всем привет, меня зовут Элина Федорова, я основатель фитнес-платформы Whispens. В сегодняшнем видео мы будем с вами говорить о психическом здоровье. Что такое психическое здоровье? Это благополучие, при котором человек может реализовывать свои способности, может вносить свой вклад в социальное сообщество, может противостоять ежедневным каким-то стрессам и вообще реализовывать свой потенциал. Психическое здоровье — это основа благополучия человека и эффективного функционирования сообщества. Благополучие — это психологический показатель телесного и душевного состояния человека. Что значит быть благополучным? Это нормально функционировать, это иметь нормальное психологическое здоровье, социальное здоровье и эмоциональное здоровье. Что это значит? Психологическое здоровье — это наш вклад в нашу жизнь. Социальное — это наши дружественные связи, родственные, рабочие. И эмоциональное здоровье — это наши эмоции, наши ощущения счастья. Сегодня, ребята, у меня в гостях Сабина, и мы с ней вместе обсудим психическое здоровье на ее примере, как она справлялась с ментальными проблемами. Сабина, расскажи немного о себе. Кем ты работаешь и как проводишь свой досуг? Всем привет, меня зовут Сабина, и я из Лос-Анджелеса. Я живу тут 4 года, работаю моделью. Как я провожу досуг? Так как у меня еще есть дочь, которой 6 лет, у меня не так много свободного времени, чтобы чем-то заниматься, но тем не менее на данный момент я увлекаюсь йогой, то есть я отучилась на учителя йоги. Еще я начала проводить ивенты. Это тоже для меня, по большому счету, такое вдохновение. Я поняла, что мне очень важно находиться среди людей, которые близки мне по духу. Я не люблю какие-то тусовки и так далее. То есть поэтому я решила организовывать ивенты, на которые я могу приходить сама. Также я провела недавно поэтический вечер, и я хочу их проводить хотя бы раз в месяц. И для меня это тоже супер вдохновляюще, потому что, мне кажется, вот тема поэзии уже ушла на какой-то задний план. И я с детства обожаю поэзию, и приятно встречать людей, которые также вдохновлены поэзией. И кроме того, вот, допустим, недавно прошел мой поэтический вечер, и видеть, как люди выходят из зоны комфорта, рассказывают свои стихотворения, читают свои рассказы. Это, потрясающе. Ты просто смотришь на них, ты удивляешься, что вокруг тебя столько талантливых людей, и это тебя самого вдохновляет как-то развиваться и идти вперед. Сабина, расскажи о своих ментальных проблемах. Какие у тебя были, либо, возможно, до сих пор есть? Вообще, если говорить о официальном диагнозе, то американский психотерапевт поставил мне тревожное расстройство и депрессию, и OCD, обсессивно-компульсивное расстройство. Но так как я люблю копаться в себе, то в целом, я нахожу много таких нюансов, и в принципе, мне кажется, что это нормально, потому что я совсем недавно читала статистику различных ментальных проблем, и на самом деле только 3% примерно в мире обладают более-менее таким адекватным, хорошим психическим здоровьем. И там 40% невротики, 40% различных расстройств личности, и остальные уже психотики, то есть там люди с шизофренией и так далее. То есть, в принципе, иметь проблемы ментальные в 21 веке, это, мне кажется, уже этим никого не удивишь. Если раньше там люди говорили, у меня там депрессия, никто ничего об этом никогда не читал нигде, никто этим не интересовался, об этом так много не говорили. Соответственно, люди тогда еще удивлялись, сейчас уже... Даже о панических атаках раньше не знали. Панические атаки. Сейчас панические атаки, это, мне кажется... Как простуда. Как простуда. У каждого. У меня панические атаки, депрессия. Да. А как ты чувствуешь, вот ты общаешься, например, со своими ровесниками, там, с разными людьми, насколько часто эта тема вообще обсуждается, вот, на твой взгляд, в обществе? То есть это вот довольно такая распространенная тема, как о погоде поговорить. То есть у тебя есть такое ощущение, что эта тема перестала быть столь табуированной в целом? Так как у меня истерический тип личности, я очень люблю поговорить о своих проблемах и о своих диагнозах и так далее. Когда мы находимся в состоянии стресса на протяжении долгого периода времени, наш организм не справляется. Он не может нормально
нормально функционировать, и поэтому последствия стресса проявляются, например, как лишние килограммы, акне, целлюлит, ранние морщины, бессонница. Безусловно, мы не можем себя оградить от стрессовых факторов, потому что жизнь есть жизнь, но мы можем научиться справляться с этими ситуациями, мы можем научиться правильно на них реагировать, мы можем изменить себя таким образом, чтобы какая бы ни происходила ситуация в нашей жизни, чтобы это не несло пагубных последствий на наш организм, на наше тело, на наше физическое и ментальное здоровье. А теперь представьте на минуту, что вы перестали ощущать себя подавленно, что вы наладили отношения с близкими, что вы перестали ссориться, раздражаться по мелочам, что вы перестали переедать, вы наладили свое пищевое поведение, что вы научились быть в гармонии с собой, что у вас повысилась самооценка, что вы испытываете просто состояние легкости, никакой напряженности внутри вас уже нет. Ко всему этому мы будем идти вместе на марафоне душевного равновесия, который мы разработали командой WISPON совместно с психологом. С программой марафона вы научитесь справляться с напряженными периодами в жизни без последствий для здоровья. И, конечно же, вы начнете лучше себя понимать. Вы познакомитесь с самим собой, выполняя домашние задания. Для прохождения марафона вам понадобится 20-30 минут в день на протяжении 11 дней. Вас ждут 9 психологических практик, 18 лекций от психолога до 10 минут, воркбуки с домашним заданием и статьями от психолога, дыхательные и телесные практики, бонусные лекции от нутрициолога, ну и, конечно же, медитации под разные проявления стресса, подобранные психологом. Вы проработаете все состояния, которые возможно ощущать в кризисные периоды. Вы разберете страхи, эмоции, тревоги, социальные связи. Вы пересмотрите свои цели, ценности, начнете уделять время себе и научитесь чувствовать себя счастливым в моменте. Доступ к марафону останется навсегда. Для того, чтобы узнать больше информации о нем, переходите по ссылке в описании под этим видео. Также, если у вас есть подписка на WISPON, вы можете присоединиться к марафону со скидкой. Мы даже недавно разговаривали, вот как раз на вечере поэзии, что если, допустим, когда мне было 16 лет, был какой-то пик вот этот вот поэзии, там люди что-то читали, какие-то литературные вечера. Сейчас мир говорит в основном о психотерапии, о ментальных проблемах. Это классно, но с другой стороны, мне иногда кажется, что эта тема даже утрирована, потому что люди иногда слишком зацикливаются на этих проблемах и забывают жить настоящей жизнью, забывают жить просто в моменте, не думая, что с тобой не так. Ну, это уже, наверное, в зависимости от твоего диагноза, да, когда есть люди, которые склонны, вот как у тебя, выискивать, например, да, какие-то еще больше ментальных проблем, и когда зацикленность уже идет. А когда ты впервые заметила, что у тебя что-то не так с ментальным здоровьем, вот когда нужно уже что-то делать, не знаю, бежать к психотерапевту, вот был какой-то такой самый громкий звоночек? Ну, на самом деле, несмотря на то, что у меня там было много неприятных моментов из детства, потом там не самый удачный брак, я не чувствовала как таковых проблем. Ну, то есть, мне кажется, что больше всего проблем вот именно конкретно в себе чувствуют как раз вот невротики, там вот у кого тревожное, там депрессивное расстройство, там тревожное расстройство, то есть ты реально начинаешь чувствовать, что с тобой что-то не так. Не так, что ой, у меня там перепады настроения, ой, я там плачу. Ну, то есть я не обесцениваю эти проблемы. Просто когда ты доходишь чуть ли не до паранойи, когда ты думаешь, что ты умираешь, что завтра ты можешь не проснуться, ты реально уже такой думаешь, ну, это не перепад настроения, это страшно. И на самом деле, мне кажется, большинство людей, они настолько зациклены вот на физическом здоровье, что там рука заболела, там то, нужно там правильно питаться, там то делать, другое делать. И я на своем примере поняла, что когда у тебя, грубо говоря, летит ментальное здоровье, тебе вообще ничего не важно, тебе не важны деньги, это так же, как и физическое здоровье. И очень важно вовремя находить эти проблемы, чтобы потом было как-то легче их разрешить. Конкретно, когда я почувствовала свои проблемы, то есть я жила, я там плакала иногда, да, иногда часто, потом вообще не плакала. То есть перепады настроения. Было какое-то чувство, но я не осознавала, я не могла там сказать, что это чувство тревоги. То есть если ты чего-то не знаешь информации, то ты, в принципе, и не можешь назвать это чувство. Несмотря на то, что я любила читать книги, я никогда не интересовалась, например, психологией, психотерапией. То есть для меня вот эти все психологические книги — это
были, знаете, типа, люди что-то там придумывают, вот это, депрессия. Какая депрессия? Просто выйди погуляй. Вот как любят говорят. Если грустно, не грусти. Я так жила, в общем, что-то происходило, там вот эти вот отношения, не отношения, потом рассталась с мужем. Но при этом у меня что-то болело физически, как будто у меня бывало такое самочувствие. Я это вообще никак не связывала с ментальным самочувствием. И, в принципе, первый раз, когда я это почувствовала, я подумала, что это физические проблемы. То есть я подумала, что так как у меня это было обострение ипохондрии, я подумала, что это у меня рак, потом подумала, что это другой рак, потом третий. Потом я поняла, что что-то вообще уже не так. Я ходила, проверялась постоянно. Но мне никакого диагноза не ставили. Мне говорили, все нормально, тебе сколько лет, сходи попей воды. Все хорошо. А у меня реально болело, то есть у меня болело все. И каждый раз, когда у тебя это болит, ты реально воспринимаешь это не просто как там боль, да, у тебя нога, ты начинаешь наверное, какая-нибудь там саркома, еще что-нибудь. То есть ты реально ставишь себе страшные диагнозы, и понятно, что ты из-за этого не можешь сфокусироваться там на работе, на отношениях, на еще чем-то, да, вот там на ребенке. Ты же умираешь, и ты потом реально начинаешь чувствовать прям эту симптоматику, а потом идешь в больницу и ничего не оказывается. И прям я помню, у меня вот эти вот боли в груди, там я как будто задыхалась, я думала, что у меня коронавирус, я делала тесты постоянно. И потом уже после одного случая, когда я там бегала по квартире, говорила, ой, я умираю, я уже решила обратиться к психотерапевту, и сначала я нашла русскоговорящего психотерапевта, а в итоге как-то у нас с ней не получилось, и уже когда мне совсем было плохо, то есть у меня уже было ощущение такой какой-то нереальности вокруг, то есть вот какие-то головокружения, слабость постоянная. И при этом анализы были хорошие. Я уже обратилась к американскому психотерапевту. Сабина, я так понимаю, у тебя вот прям много всего было. Это не одна психологическая проблема, это как целый букет разного всего. Да. Как ты с этим справлялась? Я могу сказать, что, во-первых, самое важное — это то, что чем больше ты будешь пытаться избавиться от чего-то, тем меньше вероятность, что ты от этого избавишься, потому что там уровень твоего напряжения возрастает. Обычно там различная симптоматика усиливается, когда ты прям такой, все, мне нужно избавиться. Номер один — это принятие. То есть вот ты принимаешь, что да, у тебя все болит. Сейчас, на самом деле, это распространенная проблема, дереализация, деперсонализация, это очень страшно. Но да, ты вот так вот живешь. Я всегда говорю, у людей, у некоторых нет ноги, например, там нет руки, вот ты потерял ногу. Ты можешь плакать, мучиться, страдать, а можешь стать паралимпийским чемпионом. То есть это из разряда тебе просто нужно принять и жить с этим, приспособиться. Когда ты научишься жить с этим, ты уже сможешь как-то менять свою жизнь. А если ты просто будешь от этого бежать, типа, ой, как мне нужно избавиться, это, от этого не избавишься никогда. Это номер один. И базовые такие советы — спорт. То есть мне спорт очень помогал. В моменты, когда мне было максимально тяжело, я занималась каждый день. Несмотря на то, что мне было тяжело встать с кровати. Я просто шла и через силу занималась спортом. На самом деле нужно просто найти любую активность, даже, например, если вы ненавидите спорт, просто идете и гуляете, там, не знаю, хотя бы полчаса, просто идете. То есть найти ту активность, которая вам нравится. Возможно, это будут танцы, возможно, это будет растяжка, возможно, там, не знаю, на бокс пойдете, еще что-то. Главное не сидеть, потому что лучшее лекарство, когда ты живой, это, в принципе, движение. Это то, что тебя делает живым. Далее режим дня. Самое главное — не спать днем. Это самая распространенная проблема, что там возникает бессонница, это и при тревоге, и при депрессии ночью, но при этом из-за этого тебя днем клонит сон. И я, когда вот замечала вообще как-то распорядок своего дня, что вообще влияет на мое там плохое самочувствие, когда я себя чувствую лучше, я заметила, что всегда, когда я иду ложиться днем спать, все, это типа нет. Пытаться там правдами и неправдами лечь спать до 12, даже если не можешь. Слушать медитации. Когда мне становилось страшно и мне казалось, что я умираю, я просто брала наушники, включала и пыталась расслабиться, пыталась
сфокусироваться на дыхании, выровнять дыхание, потому что часто мы просто от страха забываем дышать. И аффирмации, собственно. Особенно если у вас, например, есть проблема с тем, что у вас очень много мыслей в голове, и зачастую это, конечно, негативные мысли, и вы любите вот мусолить одну и ту же проблему в голове, там, раздувать, делать из мухи слона. То есть обычно нам тяжело прям в один какой-то момент изменить свое мышление и начать контролировать свои мысли. Типа люди говорят, ну вот начни контролировать свои мысли, но это не так-то просто, если ты привык, что у тебя хаос в голове. И поэтому, когда ты потихоньку вот этими аффирмациями закладываешь в свой мозг какую-то новую информацию, другую информацию, хорошую информацию, то через какое-то время ты действительно начинаешь замечать, что у тебя как-то жизнь меняется, и ты как-то уже на вещи смотришь по-другому, и ты уже не так часто думаешь о плохом. У нас на платформе Wispens есть как раз-таки множество аудиомедитаций, которые позволяют сохранять душевное равновесие, причем это медитация абсолютно на разные тематики в зависимости от ваших потребностей. И Сабина, ты правильную вещь сказала, что мы действительно можем себя программировать на хорошие вещи, потому что у нас в мозгу есть нейронные связи образуются, когда мы делаем одно и то же действие, например. Так формируются привычки, как плохие, так и хорошие. Также формируются какие-то убеждения, как и негативные, так и позитивные. И мы можем действительно искоренять вот эти вот негативные программы и внедрять хорошее вместо. Это действительно так и работает. Мы, можно так сказать, как в какой-то степени можем привести свой организм, свой мозг, как вот компьютер, либо телефон, просто загружать туда ту программу, которую мы хотим. Сабин, ты можешь сейчас сказать, что ты уже абсолютно здорова ментально? Ну, на самом деле, мне кажется, невозможно сказать, что там кто-то абсолютно здоров. Самое главное, как ты себя чувствуешь. Я могу сказать, что я действительно чувствую себя лучше, чем там 2 года назад, 2,5 года назад. Даже там месяц назад я себя чувствовала хуже, чем сейчас. Соответственно, для меня самое важное — это как раз видеть вот этот вот прогресс. И да, возможно, иногда там могут быть шаги назад или там что-то случаться, ты снова можешь чувствовать что-то, то, что ты не хочешь чувствовать, но это нормально, это жизнь. Я продолжаю работать над собой, и для меня ментальное здоровье — это так же, как и физическое здоровье. Оно требует и нуждается в постоянной заботе, в постоянной работе и поддержки. Наш психолог выявила факторы, которые влияют на ментальное здоровье человека. Сейчас мы каждый из них обсудим в контексте твоего выздоровления. Первый фактор — это социальные связи, потому что для того, чтобы быть ментально здоровым человеком, нужны позитивные социальные связи. Расскажи сейчас о своей коммуникации с людьми, вот когда у тебя начались психологические проблемы. Мне очень помогал тот момент, что я продолжала работать, то есть я должна была работать, и, соответственно, хочу я или не хочу, я все равно продолжала общаться с людьми на работе. Ну а так, даже вот моменты каких-то обострений, которые там все равно периодически случаются, что нормально. Ну, иногда вот я могу там перестать отвечать людям. Вот мне как будто вот какое-то эмоциональное выгорание, и мне нужно восстановиться. Да, у меня часто бывает такое, что вот у меня какая-то злость изнутри на детство перепирает, и я там могу не общаться с мамой, например, там неделю или как-то так. А в целом я всегда старалась, даже если мне очень плохо, я всегда старалась улыбаться, куда-то идти там и так далее. Я даже помню, как-то раз я пришла на кастинг, и у меня были клиенты, и они меня взяли сразу на работу, мы договорились о съемке, и когда я пришла на съемку, они мне говорят: ой, Сабина, вот ты расскажи свой секрет, ты такая счастливая, так выглядишь, вот как тебе удается оставаться такой позитивной? А я в этот момент вот просто чувствую внутри себя вот полную пустоту, вот пустоту, тревогу, то есть не понимаю вообще, что происходит, но стараюсь как бы держаться. Вот, и я в тот момент поняла, что, зачастую нам кажется, что мы одни, что вот все люди вокруг они там вот счастливы, там у кого-то любовь, отношения, а ты такой один, лежишь, страдаешь. На самом деле у всех есть проблемы, и очень часто делиться ими, и потому что иногда
другой человек может поделиться своим опытом, или даже вы, возможно, скажете какую-то фразу другому человеку, которая может изменить его, которая может стать вот как раз вот этим спасательным кругом для того человека из его ситуации. Я, в принципе, всегда была общительным человеком. У меня не было таких периодов, что я такая: все, вот я больше ни с кем не общаюсь. Даже если мне плохо, мне вот нужно вот это внимание. Но при этом я все равно старалась находиться одна. Ну, то есть как-то я это все дозировала, потому что с этими проблемами также важно, чтобы ты не боялся находиться один. То есть там, находить увлечения, которыми ты можешь заниматься, находясь один. То есть важно как быть в социуме и быть вот отдельной вот этой вот частичкой от социума, которая может жить сама по себе хорошей жизнью. Мне на самом деле очень помогало общение с людьми, потому что я человек все равно достаточно открытый, я не стесняюсь говорить о своих проблемах. И я часто, допустим, в Инстаграме делилась своими проблемами, то есть что я чувствую. И сразу получала огромное количество сообщений от других людей, что они там чувствуют что-то похожее. И с одной стороны, это на самом деле была помощь для них, потому что они понимают, что они не одни такие. И то же самое, это была помощь для меня, потому что я понимаю, а с такой проблемой, как бы с подобной проблемой очень много людей, и они живут, то есть и я смогу. И очень важно делиться своим опытом и не бояться быть собой, не бояться иногда быть не самым сильным человеком, не самым там успешным человеком, не самым умным и так далее. То есть себе нужно позволять быть, грубо говоря, вот слабым. Это нормально. Второй фактор — это развитие благодарности, потому что иногда человеку очень важно напоминать самому себе, что у него есть ценного в его жизни, какие есть приятные моменты, хорошие люди рядом, какие-то вещи в его жизни, которые его радуют, для того, чтобы успокоить его тревожный ум. Как ты вот относишься к практике благодарности? Практикуешь ли ты ее? На самом деле, я часто замечала, и я думаю, многие замечают, когда вот у тебя какой-то один плохой моментик в жизни случается, у тебя обычно сразу присоединяется и очень много всего такого интересного, не самого классного. Это как раз о том, потому что мы начинаем фокусироваться на вот этих вот плохих моментах. И совсем недавно я начала по утрам вот писать как раз спасибо за то-то, 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 то-то. За все вещи, которые вот я могу сказать спасибо, потому что обычно мы все-таки фокусируемся на плохом, нежели чем на хорошем. То есть мы не замечаем многие вещи, за которые мы должны реально быть благодарны. И потом, когда ты начинаешь перечислять, казалось бы, незначительные какие-то даже маленькие вещи. Благодарен за то, что поел сегодня, да, завтрак был. Но на самом деле много за что можно благодарить. И у тебя сразу фокус перемещается с негатива, и у тебя притягивается все такое. Да, и я еще вот, кроме того, что я пишу, за что я благодарна, я еще также стараюсь записать, например, там сегодня, это я, кстати, может, около 2 недель назад начала делать. То есть, допустим, сегодня у меня хороший день, или сегодня я пройду кастинг, сегодня я то-то, то-то. То есть, как бы свои планы на день. Но не просто планы, как список дел, а именно то, как ты хочешь, чтобы твой день прошел. Это классно, да, это действительно работает. Иногда, кстати, я тоже такое практикую. Даже не прописываю, иногда я мысленно проговариваю. Вот я куда-то выезжаю, например, по делам, по работе, и просто вот еду за рулем и мысленно говорю: сегодня будет так-то и так-то, сегодня будет классный день, сегодня все будет гладко, и прям вот прочувствовала это все с благодарностью всем, и вот действительно я замечаю, что когда я это делаю, то как-то это работает, действительно все проходит
спокойно. Еще один фактор, который влияет на ментальное здоровье, это знание своих слабых и сильных сторон. То есть, когда ты объективно можешь знать, какой ты человек, что у тебя слабее, что сильнее, чтобы ты мог концентрироваться на своих преимуществах и, скажем, развивать себя тоже в каких-то вещах, которые тебе лучше всего даются, и наоборот, как-то компенсировать, да, те слабые моменты. Вот ты, например, знаешь свои сильные и слабые стороны? Я так долго пыталась как-то себя изменить, чтобы мне было комфортно находиться с собой, то есть там стать менее эмоциональной, чтобы у меня не было перепадов настроения, там стать менее драматичной и так далее. А потом я поняла, что просто, не существует на самом деле сильных и слабых сторон. Существуют части тебя, которые тебе просто нужно применять в определенные моменты и в определенной области. Там, окей, ты там эмоциональный. Да, в отношениях это не самое классное. Там, любишь драму делать, в отношениях это не классно, да. Но при этом, допустим, если ты идешь в актерское, то это очень классно. И так далее. И тебе не обязательно отказываться от каких-то своих там якобы слабых или плохих сторон. Тебе можно просто их применять куда-то, и они уже преобразуются в твои, наоборот, сильные стороны. Да, мне очень понравилась мысль, которую ты сейчас сказала, что очень важно принимать себя как целостного человека со всеми своими проявлениями, и то, что мы действительно привыкли считать какими-то негативными проявлениями, на самом деле это просто часть нас, которую, да, нужно направить эту энергию в нужное русло, как и какая-то агрессивная энергетика, которую ты можешь направить в тот же спорт и проявить себя в каких-то соревнованиях, проявить себя в каком-то движении, там, где нужно проявлять силу, и когда это пойдет на пользу, это когда это будет что-то конструктивное. То есть здесь, да, ты молодец, конечно, в этом плане, что ты это поняла. Кстати, расскажи, как ты это поняла для себя? Ты сама к этому пришла, либо все-таки психотерапия, какие-то книги тебе помогли? Я недавно начала заниматься с новым психотерапевтом, и она мне сказала такую вещь, то есть это вообще конкретно касалось отношений. И она сказала, что вот ты находишь отношения, в которых как раз проявляются твои вот эти вот, извиняюсь, как бы сумасшедшие проявления, да, то есть, допустим, в отношениях я становлюсь какой-то вот там истеричкой, грубо говоря, но при этом я же не хожу на людей на улице, не бросаюсь, не истерю, в принципе. И я поняла, окей, то есть, значит, я могу находить какие-то другие отношения, в которых эта часть меня не будет проявляться. Соответственно, я могу выбирать уже ситуацию, где эта часть меня проявляется, и когда это в тему, грубо говоря, и когда она, может сидеть себе спокойно, и ей не будет хотеться проявляться, потому что она уже где-то проявилась. Типа, зачем еще куда? И вот я как-то к этому пришла. Просто когда ты постоянно такой думаешь, окей, вот как? Вот я себя сейчас не так чувствую. Я должен себя по-другому чувствовать. У тебя реально нарастает вот эта вот тревога. Со мной что-то не так. Это вот заслужить любовь, измениться, стать лучше, проработать себя. Это тоже, кстати, вот это вот фишка 21 века, да, нашего времени, что нужно себя проработать. Не идите в отношения, пока вы себя не проработаете. То-то не делайте, пока вы себя не проработаете. Я все-таки считаю, что нужно жить с тем, что есть, но развиваться не потому что, как я уже говорила, не потому что я хочу убежать от чего-то, а просто, чтобы сделать свою жизнь лучше. Также для ментального здоровья очень важно заниматься тем, что тебе нравится, потому что действительно проблема многих людей в том, что они делают то, что им не по душе. Потому что либо кто-то навязал, либо работа, которая, не нравится. И когда человек делает слишком много всего, что, не его совсем, у него только от этого могут развиться различные психологические заболевания. Расскажи, Сабина, о себе. Насколько тебе твоя работа помогает, насколько это твое, не твое, и как это влияло на твое психоэмоциональное состояние? Мне кажется, что я даже попала вот в это состояние, в которое я попала, да, вот в этот самый пик, из-за того, что я занималась не тем, что мне нравится. То есть я как раз переехала в другую страну, у меня там дочка, я одна, и я просто вынуждена была, работать на всяких работах, которые мне не нравились. И ты в эти моменты забываешь о себе, то есть ты находишься вот в этом постоянном колесе. Ты реально
потихоньку теряешь себя. И в какой-то момент я просто лежала, и я такая думаю, блин, а что мне реально нравится делать? А вот что я люблю? А там, что я люблю есть буквально? Ну, какую музыку я люблю, а какие фильмы я люблю смотреть? То есть я поняла, что, блин, я вообще реально потерялась. Вот. Хотя до этого я была таким ребенком, что мне тяжело было навязать, например, пойти куда-то учиться в какой-то университет на экономиста, когда я там люблю литературу. То есть я все равно могла открыть бунт какой-то. Но да, когда ты попадаешь в другую страну, то есть тут тебе вообще непонятна ситуация с работой, с деньгами и так далее, то ты берешься за все подряд. Для меня это, кстати, было удивительно, что вот когда я начала моделить сначала на фрилансе, то есть у меня не было такого, что, допустим, вот произошел момент, и я такая стала зарабатывать много. Нет, у меня было все постепенно. То есть вот я помню, что я начала моделить, там были какие-то съемки, фриланс там не так много платили. И меня уже начал удивлять тот факт, что я, делаю работу, которая мне нравится, и я зарабатываю деньги. Потом так больше. И потом меня осенило, что, я могу работать только моделью и зарабатывать хорошо. Зачастую люди думают, что вот мне нужно заработать там какие-то деньги, чтобы заплатить там за квартиру, какие-то биллы и так далее. И люди идут на работу, на которые они потом страдают. Вот они там зарабатывают какие-то копейки, там судорожно, могут даже накопить на что-то. Но если ты идешь во что-то из-за состояния любви, если ты программируешь свой мозг и говоришь себе: нет, я никогда не пойду делать ту работу, которую я не хочу делать. Даже если я там, не знаю, бездомным останусь, я не пойду. Ну вот не пойду. То тогда твой мозг уже начинает фокусироваться конкретно на тебе, и тебе начинают приходить какие-то более классные глобальные идеи. Иногда даже ты можешь шагнуть в какую-то неизвестность, и потом у тебя может что-то щелкнуть, и ты такой: а вот это мне реально по душе, и это мне нравится. И тогда у тебя будет все получаться, потому что обычно, когда нравится, оно всегда получается. Также психолог говорила о том, что очень важно уметь просить о помощи, потому что у многих людей с этим проблемы. Вот человек оказывается в какой-то критической ситуации, особенно если это ментальные какие-то проблемы, и он просто боится попросить о помощи, боится, что ему откажут, боится показаться слабым. А иногда это нужно сделать, и иногда это действительно нам помогает. Как у тебя с этим? Ты просила когда-то о помощи, и вообще как ты относишься к тому, чтобы попросить о помощи у других? Вообще, это одна из самых главных моих проблем, потому что мне всегда было очень тяжело просить о помощи, и у меня вот это вот синдром отличницы. Бабушка внушила при этом, что я должна быть самой лучшей, самой сильной, самой успешной, везде побеждать, не совершать ошибки и так далее. И ты вот пытаешься держать вот эту вот планку, при этом понятно, жизнь такая, что не всегда эту планку получается держать. И мне очень тяжело показать, что я иногда могу быть слабой, что я могу быть, не такой идеальной, как вот в моей голове, да, вот эта вот картинка. Мне кажется, только вот в последнее время я реально начала прям пытаться попросить о помощи. Материально я всегда была независима. В 17 лет я уехала из дома и никогда в жизни не брала больше деньги у мамы там или у кого-то из родных. И также и ментально, мне, допустим, не хочется иногда там бабушку загружать своими проблемами. Сабина, и последний вопрос. А что бы ты порекомендовала людям, которые находятся в эмоциональной яме? Самое главное, не бойтесь рассказывать о своих проблемах своим родным, близким, друзьям. Если они вас не поддерживают, то всегда можно найти людей с похожими проблемами в интернете. Сейчас очень много форумов, те же социальные сети. Как я люблю говорить, несмотря на то, что помощь нужно просить, но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Многие люди, я даже замечаю это в людях, которые мне часто пишут, они находятся в этом состоянии, и они постоянно ждут что-то вот извне, что их вытащит. Они ждут людей, которые появятся в их жизни и вытащат их. Но все-таки помощь другого человека или помощь чего-то там, это может быть только вспомогательная помощь. Все равно ты должен сам сделать этот шаг. Ты должен перебороть. Я по себе скажу, то есть я была в такой яме, что реально мне казалось,
я из нее никогда не выберусь, но выбралась. То есть нужно собраться и идти. Иногда страшно, иногда кажется невозможно. Иногда кажется, что более ужасного не может ничего произойти, и это никогда не закончится. Но на самом деле все ужасное когда-нибудь заканчивается, и все равно наступает после заката, наступает рассвет.